вам роман «Бесконечная шутка», который мы видели в интернете, что он, да, действительно отпечатан, он еще едет в регионах России. Мы надеемся, наконец-то, в магазинах. Good evening, everyone. Добрый вечер всем. Thank you for coming. Спасибо, что вы пришли. It's a real honor to be here. Для меня большая честь выступать перед вами здесь. It's testimony to the power of literature that I've come here all the way from the West North America. И это говорит о том, что литература имеет очень большую силу, потому что именно литература могла мне преодолеть такой большой сюда, с западного побережья. Talk about a book that I love, lovers of literature. И который мне очень нравится, с другими любителями литературы. And I'd actually like to read a little bit, just a little bit. И я хочу начать с того, что я вам прочитаю маленький кусочек из этой книжки. From the start of the novel. Да, с самого начала. Do you want to go first, or should I? I think you should go first. Okay. So this is from the first page in the first chapter, Foster Wallace's novel Infinite Jest. Это романа «Бесконечная шутка». I'm seated in an office. My posture is consciously. This is a cold city administration. The November heat, insulated from by the reception area outside, at which Uncle Charles, Mr. DeLint, and I were lately received. I am in here. Three faces have resolved into place above Summerwaite's light of an Arizona near deans of admissions, affairs, athletic affairs. Which face belongs to whom? I appear neutral, though I've been coached to err on the side of neutrality and not attempt what would feel to me like a pleasant or small. Теперь, что из этого текста сделали перевод? Я сижу в кабинете, окруженный головами и телами. Моя поза сознательно копирует. Это холодная комната в здании администрации университета с стенами и картинами двойными стеклопакетами, отсекающими ноябрьское пекло. Надежно изолирована от звуков из приемной. Дядя Чарльз, мистер Дэвид и я дождались, пока нас принесут. Вот я нахожусь здесь. В пространстве под летним пиджаками, галстуками вдоль полированного соснового конференц-стола, поймавшего облик аризонского полдня. Висят три лица. Я не знаю, чье лицо чье. Надеюсь, я выгляжу сдержанно, возможно, даже дружелюбно. Не готовились, произвести хорошее впечатление или улыбнуться, будет только. Я пытаюсь скрестить ноги, как можно держать на коленях. I wish I spoke more Russian. Because I hear the rhythm of the language that you just heard. Потому что мне бы хотелось чувствовать лучше ритм языка, который я только что услышал. Because bones when I read in English. Я, конечно, сам могу это чувствовать и слышать, когда я читаю это по-английски. There's a pulse to the language. It's like a heartbeat almost. Потому что в звучании языка есть пульс, и он сопоставим с сердцебиением человека, который говорит на этом языке. This is a book that is all about language. Потому что эта вся книга посвящена языку. All about the pleasures. Непосредственно связанными с теми удовольствиями, которые может доставить язык, некое существо. So I definitely need to congratulate
heroes in the room. Я так бы еще раз хочу подчеркнуть, что всех, кто пришел, вы герои, потому что вы пришли послушать об этой книге. The translators. Да, и, в общем, в каком-то смысле, может быть, будущие переводчики. Потому что переводчики сделали хорошую работу, мне кажется. I can only imagine the difficulties that were involved in translating this mighty novel into Russian. Я только могу представить те сложности, с которыми столкнулись переводчики, работая над этой книгой, над переводом этой книги. Text runs to 577,000 words. Потому что представляет собой более полумиллиона, а именно 500 тысяч. The vocabulary required to comprehend the novel is 20,584 unique words, including a large number of words that David Foster Wallace just made up. Словарь этой книги включает 20 584 уникальных слова, включая те слова, которые Дэвид Фостер Уоллес придумал сам. Here are a few of the made-up words. Сейчас я вам просто прочитаю некий список из некоторых слов, которые он использует в этом романе. Emanate, non-insecure, retro-ironic, wop-stop, vericilliformity, experialist, plosivity. Ну, как вы видите, да, что, кто знает язык, могут понять, что эти слова содержат и опираются на некие корни, но к ним приставлены приставки, которые изменяют суть этого слова, да. Например, non-insecure. Insecure – это уже значит безопасный, а это не безопасный. То есть идет игра вокруг слова, вокруг корня secure. Или retro-ironic, да? Ретро-иронический. This is a novel whose writing and whose reading are both intellectual endurance tests. Сам по себе роман представляет интеллектуальный текст не только для тех, кто пишет, но и для тех, кто читает. The novel, для автора самого это была некая интеллектуальная игра, работа над этим романом. the novel is a puzzle of language that may be missing a few pieces. Я бы сравнил этот роман с языковым пазлом, в котором вполне возможно отсутствуют какие-то элементы. Or it may have too many pieces. Или же там присутствует слишком много частей, из которых он складывается. То есть какие-то части, они на самом деле не являются частью общей картинки, а так стоят в стороне. But in the spirit of the author, David Foster Wallace, we're going to begin with irony. Но говоря о природе творчества Дэвида Фостера Уоллеса, я бы начал с иронии, которая характеризует его. Because we're here talking about a serious novel, we need to start by talking about television. Да, поскольку мы сейчас будем говорить о серьезном романе, я бы хотел начать наш разговор с разговора о телевидении. In the early 1990s, Americans watched on average 6 to 7 hours of television each and every day. В 90-е годы средний американец примерно 6-7 часов в день проводил перед телевизором. Maybe a few of here know that 25 years ago there was no internet. Ну, может, немногие из вас даже представляют, что, в общем-то, всего не так много лет назад не было интернета. No YouTube, no Facebook. Да, не было Фейсбука, не было Ютуба. Or streaming video. Да, или, в общем, всяких потоковых, информационных потоков, которые сейчас существуют. Of course there were films, movies. Конечно, были фильмы, было телевидение. But mostly we watched television. Ну, мы, в общем, достаточно много все-таки смотрели телевизор именно. And what were we watching in the 1990s? Да, что же мы смотрели в 90-е годы? Friends. Да, телесериал «Друзья», который хорошо вам знаком, наверное. Seinfeld. Да, другой сериал тоже 90-х годов «Сайнфелд».
And Beverly Hills 90210. И Беверли-Хиллз 90-210. Да, вы знаете, что это такое? Это индекс. In fact, we were spending so much time watching television that nobody was buying serious literature. И люди так много времени проводили перед телевизором, что, в общем, покупать серьезные... стали читать серьезную литературу, покупать книги. We were all too busy watching television. Слишком заняты были просмотром телепередач. In 1997, the Harry Potter novel appeared. В 1997 году появилась книга «Гарри Поттер». And that changed everything in the publishing world. И появление этой книги все изменило в издательском бизнесе, в издательском мире. But in a culture that was committed to so many hours on television, how could we sell a novel that looks like this? Ну, представьте, что в мире, в котором господствует телевидение, как можно попытаться продать вот такой вот увесистый том. This book, which is the paperback, weighs 1.1 kilos. А вот эта книжечка в бумажной обложке весит килограмм и 100 грамм. I weighed it on my kitchen scale Да, before. я специально ее взвешивал на весах кухонных. Infinite Jest also has its own endnote. И в этом романе содержится количество ремарок. 400 notes in total. Примерно 400 их в целом. Many of the notes have their own notes. И многие из них имеют свои собственные сноски. Note number Сноски внутри сносок. Note number 110 is a long telephone conversation between the brothers Hal and Orrin in Canada. Например, сноска номер 110, в которой говорится в которой представители братьев Хала и Орина содержит внутри себя еще. And that note appears on, which is at the end of the book, physically appear. Представьте, что вот эта сноска относится к 1004 странице. Так же, как и все остальные сноски, она помещена, все сноски помещены в конце книги. It may seem trivial to talk about something like that, but there is something very, very physical about reading this novel. На самом деле, да, покажется, может быть, смешно говорить об этом, но в процессе чтения этой книги есть нечто физическое, заложен некий физический процесс. Dangerous too. На самом деле он достаточно опасен. I cut myself on the pages several times. Потому что я, когда читал эту книгу, несколько раз страничками порезал пальцы. With all the flipping back and forth Потому with что the все pages. время переворачивал страницы туда-сюда. I used a paper clip to keep my place. Да, и я использую специальные закладочки, чтобы вот, легко было. I think that this book should be sold with bandages, with band-aids. Мне кажется, что я бы предложил продавать эту книжечку с набором либо пластырей, либо бинтиков. While I'm talking about irrelevant things like notes, И когда я говорю о такой вещи, как ремарки, I'll tell you или also сноски, там можно так и так перевести. I'll tell you also that some of the notes seem to be packed with irrelevant information. И я хочу вам сказать, что когда вы обращаетесь к этим сноскам, вам кажется, что они напичканы совершенно информацией, которая никак не относится к тексту. Long notes with technical information about pharmaceutical drugs. Ну, например, с информацией о лекарствах. Mathematical formulas, Математические формулы. which terrifies me, an English professor. Да, ну, поскольку я филолог, то меня, конечно, просто вид этих формул сразу приводит в ужас, цепенею. Long explanations of French-Canadian idioms. Длинные объяснения французско-канадских идиом. It's kind of like reading an academic book sometimes. Ну, я бы сравнил чтение этой книги с чтением научной литературы.
And if you're like me, you often skip the notes. Но и если вы такие же, как я, в общем, частенько мы эти сносочки пропускаем. They're notes. Потому что мы считаем, что это как бы сноски, они не обязательны. By definition, they are beside the point. Да, потому что они не относятся непосредственно к тексту. По Don't- определению. Don't skip the notes. Но здесь я бы вам сказала, не пропускайте сноски. Many of them contain crucial information about the plot of the novel. Потому что многие из них содержат абсолютно необходимую информацию для того, чтобы понять вообще сюжет этого романа. It is a book, therefore, that requires patience. Потому что чтение этой книги требует от вас большого внимания. We're dealing with a very long book. Итак, мы имеем дело с чрезвычайно длинным литературным произведением, With many complicated, obscure, and made-up words. со многими сложными, странными или сочиненными автором словами. And it's a difficult book to read quickly. И это книга, которую очень трудно прочитать быстро. You can't watch Friends and read Infinite Jest at the same time. Невозможно смотреть сериал «Друзья» и одновременно почитывать эту книжку. You have to turn off the TV. Придется телевизор выключить. Or your phones, Да, или телефоны отключить. etc. И так далее. So, how did the American publishers convince anyone to read this novel? Итак, как же случилось, что американские издатели убедили все-таки людей почитать эту книгу? This novel weighs more than some things you find at a gym. Да, иногда, да, я бы сравнила эту книгу с тем, что она весит иногда тяжелее тех гирек, которые мы поднимаем в спортзале. And that's exactly how they sold it. Да, и вот так они ее и продавали, как гири. The soothsayers of capitalism's commercial engine took the novel's primary liability, its length and difficulty, and turned it into the hook. Итак, коммерции взяли эту книжку, взяли все ее свойства, да, тяжесть этой книжки, длину этой книжки, и все это превратили в некий хук, в некую приманку. In its simplest form, took the form of a question. Которая эта приманка в своей простейшей форме принимает форму знака вопроса. And with apologies to the women in the room, Да, и я прошу прощения, которые находятся. are you man enough to read Infinite Jest? Эта книжка задает вопрос, да, достаточно ли ты мужик, чтобы прочитать эту книгу? Достаточно ли у тебя сил? This book isn't for the intellectual wimps. Потому что она не адресована интеллектуальным слабакам. This is not a book for intellectual weaklings. Да, это не для тех интеллектуальных нытиков. Do you have the intellectual muscle to read this book? Да, потому что у вас должна быть так называемая интеллектуальная мышца, чтобы продраться через эту книгу. I'll say I'm not going to spend a lot of time tonight talking about this, but I'm happy to talk about it after. Да, но я сейчас не хочу на этом заострять свое внимание, но хочу, может быть, вернусь к этому вопросу немножко позже. But the book has attracted a lot of attention from men and male academics. И эта книга привлекла большое внимание мужского сообщества, так же, как и сообщества ученых, филологов, интеллектуалов. And some believe that there is a competitive bro culture. Да, и некоторые полагают, что это так называемая соревновательная братская культура, да, вот это бро, знаете, наверное, это слово обращение к мужчинам, да, братец, чувак, да, вот это вот своя культура своего круга, и каждый может там похвалиться, что вот он круче, чем кто-то другой. In which readers of the novel try to outmuscle each other. И таким образом мужчины могут продемонстрировать, так сказать, свои интеллектуальные мышцы друг перед другом, читая эту книгу или борясь с этой книгой. And prove who is the smartest in the room in their interpretations. Да, и показать, кто же все-таки умнее и кто лучше может понять то, что он прочел. Never happen around here.
Да, но я думаю, что такого здесь не было. The reviews of Infinite Jest, especially the ones, only helped the advertising campaign. И обзоры, книжные обозрения, в которых упоминала эта книга, и особенно негативные, они очень помогли раскручиванию кампании вокруг этой книги. The author Jay McInerney wrote a shallow and the novel that appeared in the New York Times. Некий обозреватель по имени Джей написал неглубокое и такое, я бы сказала, с оттенком самолюбования ревью к газете, в книжном обозрении к газете New York Times. But in assigning a McInerney to review the book, even the Times only helped. И даже назначение такого обозревателя, который такой отрицательный этой книги, оно стимулировало продажи этой книги. And not least because everybody hates Jay McInerney. Потому что особенно, да, и, в общем, поэтому решили, что он не умен, поэтому он еще не мог это. So the negative reviews of the book became an expression of the marketing campaign itself. Поэтому обзоры этой книги тоже стали неким механизмом кампании. Making you dismiss a negative review just as an admission at the hands of the novel. И это помогло, так сказать, отодвинуть ревью, пробиться к этой книге, как бы преодолеть трудности чтения книги. In other words, or understand the novel, then you just aren't smart. Появилось такое, если у вас не хватает сил, да, ума, эту книгу, просто, значит, вы недостаточно умны. We've always known that Jay McInerney is a total debiler. Да, потому что все знаем, что Джей McInerney, просто идиот. And the marketing campaign. И вот такая маркетинговая кампания сработала хорошо. Infinite Jest sold 4,000 hard copies in the first year alone. В первые 12 было продано 44 тысячи вот этой. And the paperback editions have sold in the millions. Миллионы бумажной обложки. So somehow Americans to buy this very complicated postmodern. Итак, компания каким-то образом убедила американцев эту книгу. And make Дэвид Фостера Уоллеса a very rich before he tragically took it on September 12th, 2008. И в результате он стал очень покончил с собой. Everybody who actually buys Infinite Jest actually reads the book. Но, конечно, не все, кто покупает эту книгу, читают. It's one of those books that one likes to display prominently on the bookshelf. Это книга, которую, круто поставить на полку. Along with the expensive art books. Да, рядышком с книжками по искусству. Yeah. Да, посмотреть книжки. But that's okay. Дэвид Фостера Уоллес would have been totally okay with the idea that you buy the book and you don't read it. На самом деле, Дэвид Фостер Уоллес, в общем, против, если вы книжки покупаете, даже их и не читаете. I myself am an English professor and a tennis player, and I started the novel 3 different times before I finally read the whole thing. И я, будучи профессором английского языка, бывшим теннисистом в молодости, я сам начинал читать эту книжку 3 раза и осилила ее на 3-й раз. To page 50 or so. Да, каждый раз я дочитывала до 50-й страницы и бросал.
there always seemed to be something better on television. Потому что мне казалось, ну ладно, лучше я еще телевизор посмотрю, что-нибудь там поинтереснее. And watching television, novel is about. И на самом деле процесс смотрения телевизора, он связан с сущностью этой книжки. At the center of Jest's intricate plot is a lost film. В центре сюжета этой книги находится потерянный фильм, Whose title is the same as the novel's, Infinite который Jest. называется так же, как называется роман «Бесконечная шутка». So it's a film within the novel. Это фильм внутри романа. It's a very postmodern kind of thing. Это очень такая постмодернистская штука. It's first identified in EndNote 20. И первый раз встречаетесь с полным названием этого фильма только в ремарке номер 24. Which is on page 993. Которая на страничке 993. Don't skip the notes. Поэтому я говорю, не пропускайте ремарки. This film is the last film made by James O. Incandenza. Этот фильм — последнее произведение некоего Джеймса Инканденза, He is the father of the novel's protagonist and main character. который является отцом главного героя по имени Хэл Инканденза. Hal Incandenza is a 17-year-old elite junior tennis player for most of the story. Хэл Инканденза — 17-летний теннисист элитной группы игроков, и вокруг него крутится все действие романа. This lost film, Infinite Jest, Потерянный фильм под названием «Бесконечная шутка» was made in such a way сделан таким образом, что that it is apparently so absorbing that all who watch it become lost insensibly and permanently to the desire to keep watching it forever. Что он настолько поглощает зрителей, что они просто теряют разум и хотят никаких других желаний, кроме желания только смотреть этот фильм. That's also a little bit what it's like to read the novel. Но это примерно процессом чтения этой книги, когда вчитаешься. With film, you die of starvation or you become a vegetable. Да. Вы смотрите этот фильм, вы умираете от голода, поскольку все остальные функции у вас в состоянии овощей. In the novel as the entertainment. И вы больше не хотите, кроме как только смотреть этот фильм, и он называется развлечение, удовольствие. It is also in the novel called the samizdat. Ну, да, и фильм этот называется иногда самиздат. To the former Eastern Bloc and Soviet Union and in censored literature. Ну, вы знаете, в Советском Союзе и в странах Восточной существовало такое понятие самиздат, потому что люди печатали, перепечатывали литературы, которая была запрещена к изданию. It kind of gives new to the phrase mindless entertainment. Ну, это в каком-то смысле дает объяснение названию «безумное развлечение». The great satire of the novel is about the American desire to consume endless amounts of mindless entertainment. И ирония заключается в том, что здесь показано желание американцев все время искать всяческие безумные, да, или бездумные развлечения. So the film leaves its viewers the mindless victims of their own desire to be thoroughly entertained at all times. Потому что фильм в результате оставляет людей, да, превращает их они ничего другого не делают, только смотрят этот фильм и в результате теряют разум.
So next to the plot of the lost film, the novel builds another house of mindless entertainment. В дополнение к сюжету о фильме постраивается сюжет, который посвящен другим типам удовольствия. And that is recreational drug and Это некий центр действия, некий центр медитации, анонимных, как у нас программа анонимных наркоманов и анонимных алкоголиков. so at least half of the pages of Infinite Jest focus on the experiences trying to recover from alcohol and drug abuse. И примерно половина текста романа «Бесконечная шутка» сосредоточена на индивидуальном опыте тех людей, которые пытаются излечиться от алкоголизма или наркомании, посещая вот эти собрания анонимных алкоголиков. We spend much of the time, and much of it funny, И мы, как чтецы этой книги, проводим достаточно много времени, читая вот эти вот смешные эпизоды, которые описаны в этой части сюжета. listening to people going to AA and NA meetings telling stories about their drug-fueled Потому что люди приходят на AA, это встреча анонимных алкоголиков, и NA, это встреча анонимных наркоманов, и делятся своими эмоциями, своими рассказами о том, что они чувствуют, испытывают, проходя через вот этот процесс. So between the deathly film on the one hand С одной стороны, у нас есть фильм, который человека, and the drug and alcohol-fueled wreckage in life on the other, и с другой стороны, у нас есть алкоголь и наркотики, которые тоже делают то же самое, тоже убивают человека. Infinite Jest gives, as I say, new meaning to the idea of mindless entertainment. Поэтому этот роман «Бесконечная шутка», он как бы предлагает новые идеи относительно понятия бездумное удовольствие, бездумное наслаждение. So it may sound like I'm suggesting that David Foster Wallace in the novel kind of hate television. Вы можете подумать, что из того, что я сказал, Дэвид Фостер Уоллес терпеть не мог телевидение. It would be nice if we could all agree that TV is awful and hateful to human civilization. Да, и, может быть, было бы слишком просто, если бы мы все пришли к выводу, что телевидение – это бред, и возненавидели бы его, да, и сказали, что оно мешает вообще человеческой цивилизации. But that would be too easy. Да, но это было бы непросто, и, в общем, не совсем так. David Foster Wallace wrote an absolutely brilliant essay on television and American fiction. И Дэвид Фостер Уоллес написал абсолютно блестящее эссе, которое он посвятил телевидению и художественной литературе. And he wrote in that essay that postmodern fiction is indebted in a good way to television. Он проповедует, что постмодернистская литература своим появлением обязана телевидению. Fundamentally, he felt that the reason Americans watch so much television И тот факт, что американцы так много часов проводят перед телевидением, is to overcome an essential experience of loneliness. Это происходит с людьми обычно для того, чтобы помочь им преодолеть одиночество. We watch television so we don't always feel so alone. Да. Когда мы смотрим телевизор, или он просто включен и бубнит, да, нам кажется, что мы не так одиноки в каком-то пространстве. And so he wrote this novel as a way to speak to that concern. И он написал вот этот роман для того, чтобы говорить об идее одиночества. The novel begins room and worrying excessively. И потому что роман, как вы слышали, с описания Хэлла Инканденза, который сидит в комнате и, в общем, чувствует себя неуютно и беспокоится о том, как же он выглядит со стороны.
He is aware that others are watching him very closely, and he feels intensely lonely in that experience. Потому что он понимает, что те другие люди, которые находятся в комнате, они очень внимательно на него смотрят. И вот это дает такое чувство разъединения. Он чувствует себя одиноким внутри этой среды. He says, I am in here. И если вы обратите внимание, он произносит такую фразу: «Я здесь». Я внутри, я здесь. He's hidden. Это как будто бы он спрятан внутри чего-то. He is isolated from the perceptions of them. И в то же время отделен от тех людей, которые за ним наблюдают. For much of the novel, Hal is and not there at the same time. И в течение всего повествования книги он как бы присутствует, а его как бы и нет. So TV's prominence and the role of Hal is all about mediating the experience of. Итак, вот это телевидение и процесс телесмотрения — это как имитация. It enabled loneliness through watching a lot of television. И Дэвид Фостер Уоллес, на самом деле, он воспевает телевидение, потому что наличие включенного телевизора помогает чувствовать себя более комфортно, преодолеть это чувство одиночества. All the TV watching from each other. Но в сущности в том, что когда телевизор, они себя от общения с другими людьми. Is a way problem. Если it is also at the same time a problem. Ну, это в то же время причина, по которой there were no cell phones. Да, в то время, как вы знаете, не было мобильных телефонов в 90-е. But about your relationship with cell phone today. Сейчас сравните, когда не было никаких этих девайсов, да, и как мы живем сейчас. It connects all to each other. Да, нам кажется, что телефонов мы друг с другом соединяемся, да, это сеть нас опутали. As we stare at the screen. Потому что все приходят и останавливаются и все время пялятся, извините, в телефон. Missing and everything around us. Потому что, когда мы все время смотрим в телефон, мы пропускаем очень много вещей, которые происходят вокруг нас. So, what the novel is to diagnose that problem. Что же старается Дэвид Фостер Уоллес? Он как бы еще тогда диагностирует эту проблему. He invokes the techniques of postmodern fiction. Он изобретает технику постмодернистской литературы. With all of those layers of irony. С этими уровнями иронии, которые там существуют, много уровней иронии, которые зарыты в этой Self-consciousness. Самокопанием, ощущением на себе. The film novel within the novel within the film, etc. Фильм в романе и так далее. Это взаимопроникновение. All of the jokes and the making fun of everyone and everything. Он подвергает шуткам абсолютно все и всех. But I want to insist that this novel has a heart. Но я настаиваю, несмотря на все это, я настаиваю очень сердечный роман.
postmodern brings us in, but he wants to take us to somewhere else. Постмодернистская литература как бы втягивает читающего внутрь своего произведения. Но здесь процесс двойственный, как бы внутри и снаружи. But the irony is pretty funny. Но ирония здесь достаточно веселая. For example. Например. So the novel is set about 10 years into the future in 1996, so it's set in kind of 2006. Действие романа происходит, начинается в 96 году и как бы продолжается в течение последующих 10 лет. In this imaginary future, corporations compete with each other for the name of what the year. В романе, если вы будете его читать, вы поймете, герои романа, да, люди, общество отказывается от григорианского календаря, то есть исчисление годов по соответствующим числам, и предлагает другое исчисление лет. И происходит оно следующим образом. Корпорации соревнуются между собой, во имя какой корпорации будет. Infinite Jest is set year of the Depend adult undergarment. Большинство событий происходит в году, который называется год впитывающего нижнего белья. It makes me smile. Да, это меня заставляет улыбаться и усмехаться. Watching those commercials on late night television starring the old actor June Allen. Потому что я очень хорошо участвовал актер Айрстон. Рекламу показывали в 90-е годы, так, достаточно поздно вечером. Does everybody know what an adult undergarment is? Да, вы знаете, что это такое, впитывающий нижний? It is a disposable. It's disposable underwear for people who are not continent. Ну, подгузники для взрослых, да, когда люди теряют разум и перестают справляться с функциями, ну, подгузники для больных или безумных людей. Other years with sponsorship of the novel include the year of the trial-sized Duff Bar. Еще один год, например, в книге называется «Год шоколадных батончиков Duff». Soap. The year of Glad. Год... год мусорных мешков. The year of Glad. Glad — это производящая мусорные мешки. And my favorite, the year of the Tux medicated pad. И моя любимая — это год медицинских, ну, тоже прокладок. Нет, это не пластырь, но, в общем, прокладки тоже определенного типа. Actually, you can all just Google that one yourself. Да, вы, в общем, можете посмотреть эти фирмы все, которые существовали тогда. This is kind of how the whole novel goes. Да, вот так вот построена эта книга. The irony never really stops. И там ирония в строчке, она нигде не исчезает. Too long. Но она также является путеводной вашей звездочкой, она вас и ведет через текст. It helps to keep you reading when the plot is actually not so clear. Потому что вот эта ирония и веселье, которое там присутствует, она помогает вам продираться через текст книги, когда сюжет не очень понятен. The book is absolutely breathtaking in its verbal dexterity. Потому что в своем вокабуляре книга построена так, что она действительно захватывает дыхание, если вы любите слово как таковое. It is very show-offy and boastful. И эта книга такая очень
показательная в каком-то смысле. Она показывает вам многообразие этого словаря. It is very coy about the way that it hides the plot from you. И в то же время она такая загадочная, потому что она как бы скрывает сюжет от вас. It is both laugh out loud funny. И также она заставляет вас при всем при этом и веселый. And at times it is quite tedious. Иногда занудно. For the lover of words and story, what I'd say is that the novel is one of the greatest linguistic stripteases ever written. И я бы сравнила эту книгу с одним из лучших словарных или словесных стриптизов, если можно так сказать. The words are the beautiful clothing that are hiding the body you're trying to find. Потому что слова — это прекрасные одежды, которые скрывают вот то внутреннее тело, до которого вы хотите добраться. The body is the plot of the novel. Потому что вот это внутреннее тело и есть сюжет романа. But as people say about strip Да, shows, но как люди часто говорят о стриптизах, the peeling away of the clothes comes with a price. да, в общем, следует заплатить высокую цену, чтобы насладиться хорошим стриптизом. For when finally the plot is revealed and the clothes come off, Да, и когда все-таки сюжет обнажился, и все эти шкурки красивых слов, так сказать, сняты, тогда появляется сюжет, становится ясным. it means that the language and the story come to an end. Это значит, что красивые слова подходят к концу. So the novel requires you to pay attention in case you miss something good. Эта история заставляет вас обращать внимание, быть очень внимательными, только тогда вам откроется что-то особенно хорошее. To focus, lest you miss something important. Она требует концентрации, потому что в противном случае вы пропустите что-то важное. To take a longer intellectual breath. И нужно, так сказать, набрать воздуха для глубокого интеллектуального дыхания. And to do so by suspending all hope of a clear resolution. Ну, для того, чтобы, так сказать, понять, сделать правильные выводы, да, и дочитать этот текст до конца. I'm not saying that there is no resolution. Я не говорю, что там нет решения, да. I may just be too stupid to understand it. Да, может быть, я недостаточно умен и понял это как-то не так. Maybe, Может быть, надо еще раз мне прочитать этот роман. and maybe you should too. Может быть, и вам тоже следует. Because you're trying to find out really what happens. Потому что вы, продираясь сквозь дебри, что же произошло? That first scene with Hal at the start of the book actually comes chronologically at the end of the story. Потому что вот эта сцена, с которой мы начали, и которая появляется в начале, на самом деле роман ей нужно заканчивать. How did he get there? Как это все, как же он оказался? What are the pieces of the story along the way? Да, в общем, какие части истории пропущены по ходу пьесы, что называется. Will we ever find out? Да, когда-нибудь поймем мы это или нет? For example, Например, will the handicapped radical separatist French-Canadian terrorist group например, да, группа радикальных сепаратистов, французско-канадского террористическая группа радикальных террористов, состоящая из инвалидов, les assassins des fauteuils roulants, которая еще называется группа убийц, AFR, да, сокращение французского названия. will they succeed in recovering the master copy of the film Infinite Jest? Удастся ли им
восстановить вот эту мастер-копию этого фильма «Бесконечная шутка». Making millions of copies of it, И сделать последующие миллионы копий, and distributing it back to the unsuspecting Americans и раскидать это все для ничего не подозревающих бедных американцев. in order to force the American government to take back the toxic and uninhabitable region of New England? Для того, чтобы заставить американское правительство отобрать часть территории Новой Англии с такой загрязненной землей, да еще и часть, которая, в общем, малонаселенная. That the U.S. government has forcibly gifted to the angry Canadians? Часть этой территории была отдана Соединенными Штатами Канаде под давлением злых канадцев. With whom they have formed, with Mexico, a new confederation of countries? Они вместе с мексиканцами образовали новую конфедерацию стран, The Organization of North American Nations, которая называется Организация североамериканских наций. ONAN, or ONAN for short, Да, если прочитать это как одно слово, получится имя Онан, which is also in the Old Testament the name of the younger son of Judah, которая на самом деле созвучна имени младшего сына Иуды, whom God killed for masturbation. которого Бог покарал и лишил жизни за то, что он очень активно мастурбировал. That was all a question. Да, вот вам куча вопросов и куча ответов. It's also probably the primary plot of the novel. Да, может быть, это и есть какая-то центральная сюжетная линия романа. And there may be in the end more answer than one. И, может быть, в конце вы получите больше ответов, чем один. Let's do one more. Давайте еще одну вещь рассмотрим. I could go all night asking Я могу these questions. вытаскивать оттуда эпизоды и, в общем, заниматься этим всю ночь. Okay. Will we ever find out why the stunningly beautiful Joelle Van Dyne, Удастся ли мне когда-нибудь выяснить, когда потрясающая красавица Джоэл Ван Дайн, born Lucille Duquette, которая рождена под именем Люсиль Дюкет, later known as Madame Psychosis, которая в дальнейшем носит имя Мадам Психоз, which is a wordplay on metempsychosis, и это все игра слов с позом. belief that human bodies can inhabit other animals or people, Которая непосредственно связана с буддистскими понятиями переселения душ. Madame Psychosis became a radio personality Мадам Психоз становится персонажем передачи в Бостоне. having starred in the Samizdat entertainment made by the late James Incandenza. И она начинала свою карьеру, будучи звездой вот этого фильма, созданного сам издатом и «Бесконечная шутка», которого и является отец главного героя Джеймс Инканденза. He's the father of Hal Incandenza, and his older brother Oren Он, как я уже сказала, является отцом Хэла Инканденза и его старшего брата Орена. who was Joelle's girlfriend and then for a time his fiancée. И какого-то времени вот эта дама, она была другом, подружкой Орена, и потом была какое-то время его невестой, As I say, как я уже сказала. will we ever find out why she wears a veil at all times? Удастся ли нам понять и выяснить, почему она все время носит вуаль? And is a member of an organization called UHID, UHID, И является при этом членом организации HID, of the hideously deformed. союз ужасно и неправдоподобно
You will find out. Да. Вы поймете, если вы прочитаете. 100. Да, примерно на 900. Приподнято. And it is very satisfying И, в общем, в этом и есть удовлетворение, when you finally find out. когда вы, в конце концов, поймете, что к чему. And it's incredible and moving. И печальное событие. Now, many readers have complained that the major plots just remain unresolved. Многие читатели все-таки жалуются на то, что основной сюжет этого романа остается неразрешенным. Irresolution, the reader is invited to step in. Но в результате автор приглашает читателя стать соучастником действия этого романа. To speculate, to detect. Для того, чтобы помышлял, некоторый анализ, To ponder. Перечитал какие-то места вновь и вновь. I hope you're starting to see it's actually a lot of fun. И в конце романа, в общем, это большое удовольствие. Sentences down the millions of rabbit holes. Даже если вы найдете чтение предложений с падением в нору, да, как у Льюиса Керрола. And puzzle together the mystery. Вы находите кусочки этого. Когда вы это составите, вы этой миссии, вы откроете этот секрет. Turns out to be a fake story. Не настоящий. But Фальшивый. that's also kind of fun too. В общем, должно быть интересно. И слушайте, что да, терпеливый читатель поймает кайф, да, читая. To be absorbed is experience. Действительно, ваши возможности позволит вам, собственно, получить от его чтения. Дэвид Фостер Уоллес returned again and again. Loneliness. Достаточно короткий. Встречался снова и снова. That the thing about lonely people to take on the emotional burden. Что одинокие люди, они отказываются, чтобы взять какие-то людей, ну, как бы прочувствовать эти проблемы, что они Hence television. Телевидение Whom lonely people can safely. Вот этим одиноким людям, других людей. In Infinite Jest, the main character for this lonely condition. И раз является
there is. Он He smokes a lot of pot, a lot of marijuana. But always by any of others. Да, ему не нужна компания. Why? Потому что он By himself. и только Gains a solitary comfort zone. Рождение в собственной зоне. Novel, which is the story Меня в другую часть. Реабилитационный центр. the novel spends time in the Будет, ну, вот речь этих людей. excessive alcohol and drug use. Потому что там многие из людей, которые употребляют за рамки своего and drug abuse на самом-то деле авторы или удовольствия, да, которые еще больше от других людей. you end up becoming for that self-conscious loneliness. Потому что вы уходите, в общем, сосредоточенным на себе одиноким человеком. Оглупляете себя. Эти глупые вещи. End up in jail. Заканчиваете в тюрьме. Lose your job. Брак. И, в общем, платите за это своей жизнью. Watches you. Да. Как бы со стороны вот ваших внутренних проблем. That's the worst thing for an alcoholic. Самое плохое для алкоголика, когда от него все отворачиваются. That feeling. Потому что, чтобы выскочить за чувство одиночества, за But then you live in the погружается вот в это состояние. shows us И в момент recover from alcohol. излечения, это по методе делятся тем, рассказывают об этом другим. Others. Через рассказ о чувствах и своих историях. The possibility of their own. Слушают, ну, собственного исцеления. Take you out of the bottle, С дна бутылки. out of your own. И вытаскивают вас за рамки, Into the heart of a community. погружая вас в центр некого. This is why the Поэтому я считаю, что много сердечности. AA settings of the novel, parts of the book. С другой стороны, да, все действия, которые происходят в реабилитационном центре, они достаточно смешные. Я считаю, что там описаны самые... But it's also where the other main character finds hope. И
то место, где другой романа находит свою надежду на исцеление. Don Gately. So the mindless entertainment. Да, то есть извлечение бездумного Alcohol use. Ну, наркотикам и алкоголю или Or огромное количество is to listen to what other people. помогает вам все-таки. So now I'm about infinite jest right. Хотел немножко поговорить об этом, какую роль он и какой 20 лет спустя It was really only TV. да, и из таких доступных развлечений было только телевидение. Our phones and the internet, etc. И, в общем, все прочее. According to psychologists and social sciences, И по информации психологов и представителей социальных наук, да, то есть социологов, our attention spans have contracted even further than in the 1990s. наша возможность концентрироваться на чем-то упала даже по сравнению с годами. The same psychologists and social scientists Те же самые психологи, that there is an alarming in mental anxiety, что существует этот синдром тревожности, social media, много времени проводит в интернете. we are now today Потому что от этого люди чем были прежде. diagnosed in the 1990s. И диагностирован, да, или как страдал Дэвид Фостер Уоллес в 90-е годы. Has become even more intense today. То есть то, что диагностировал Дэвид Фостер Уоллес в 90-е годы, сейчас все это приняло значительно более агрессивные формы. It's why reading Infinite Jest is important than ever. Поэтому я считаю, что сейчас читать важнее читать его 20 лет назад. В нем заключено предвидение. The opportunity to influence. Потому что на самом деле чтение этого романа посыл на время наши телефоны. To be absorbed out of ourselves. Для того, чтобы мы могли побыть сами с собой. Only И for понаблюдать за собой, да, почувствовать себя. 1079 pages. В то время, когда мы будем продираться через 1079 страниц. Thank you. Спасибо. Наверное, сейчас время. Вопросы, комментарии. 20 лет назад книга, и Да. 10 лет 10 лет, вперед, как бы. значит, заканчивается. Но получается, он писал про... Есть социальная фантазия, да? If he the novel in 1990
novel ends about 2006. So he in Yes. да, конечно. So it's about 10, Да, это как бы вот 10 лет вперед. 2006 to 2000. Как бы он их по сути, да, как с 2008 по когда был взрыв вот этих и всех электронных девайсов. So it is future. There's elements of science fiction. Фантастики. So they're talking in 1996. Например, там в 1996 году говорят по видео. Imaginary president, the year of the depend adult undergarment. Воображаемый президент нижнего белья. Он человек, актер реалити-шоу. But he kind of predicted it. You know, when we say postmodern, the other is that it mixes a lot of Смешивает все. fiction, То есть там есть да, магический реализм it's a и детективная история. it's a kind of whodunit. Да, делал это. Parts of it read like a play Да, script, некоторые части они поставлены like какие-то части похожи на научную статью. jumbled together. Вместе составляют адскую смесь. Все жанры перемешаны внутри этого романа. But put together. И в то же время они очень грамотно, так сказать, соединены ниточкой литературной. И в этом контексте можно... мы поняли, что есть большая произведениями литературы. Да, в контексте, но сам автор, есть у него прямые отсылки к литературным произведениям. The question is that certainly according to what you just mentioned, there are lots of connection within fiction, and are there any direct references done by Wallace inside? I mean, Да. literature. I'm tempted to say too many to count. Да, я сказал, что там есть их очень. But they've all been counted. They've all been. Да, их вообще-то посчитали. So, entire online wiki. Целый раздел. Where you can find it on the net. To this novel, you can find. Целый раздел в интернете, который вы можете найти отсылкам к другим литературным произведениям. His knowledge, David Foster's knowledge was encyclopedic. Потому что сам Дэвид Уоллес был очень интеллектуальным человеком, ходячим. Books, literary, philosophical references. Там очень много ссылок к философским произведениям, к произведениям литературы, тексту этого романа. It's one of the. Вот, да, они как бы. One of the things that some.
И некоторые обозреватели высказывали критику. Is that there just seems to be a lot of David saying, look how smart I am. Говорили, что посмотрите, так сказать, пока какой он умный, когда он работает с романом, что вот он знает это, и, так сказать, вот я такой, я все это понимаю. Как вам кажется, насколько книга для перевода, если в ней так много так специфических читателей, которые я могу вам сказать, что вместо 2 лет, которые были запланированы, 2 переводчиков, перевод этой книги занял 3 года. 2 человека 3 года. И переводчики очень, по-моему, высокого класса искали какие-то русские сопоставления, которые могли помочь читателю продраться через эту американскую реалити. Но я вам скажу, я не могу сказать об этой книге, но какие-то тексты сравнивала. Не всегда одно и то же. Это не всегда адекватно. Это может быть понятно, но не всегда адекватно отражает одно другое. Yeah, so there's one section, I don't know, about 10 pages. Часть романа примерно 10. And it's representation of Black Americans speaking to each other. Да, то есть там диалоги между 2 афроамериканцами. Дэвида Фостера Уоллеса Black Idiom. Да, очень много которые интерпретируют Уоллес в своем тексте. And it's hard to English. Когда ты читаешь это по-английски, это трудно понять. Вы знаете, что в русском какие-то тексты там. So it's hard to imagine how it would be rendered. Трудно понять там фиолетово или еще что-нибудь в этом. The other translation. И еще одна интересная вещь, если говорить о переводе. Is a lot of the are about. Да, и еще очень много которые посвящены, да, акронимам. I made a list. Делала себе целый список, пока я читал. UHID. Да, вот, то есть вот эти куча сокращений, в которых ONAN, да, вот это, ну, то, что it sounds in Russian is the same. Does it? Oh, okay. Да, ну вот все вот эти вот акронимы, все сокращения, которые используются в BSF. Да, вот BSS. ACDC. I mean, just goes. Да, их очень много на протяжении текста. So even if you translate Cyrillic. Да, если substitute letter for letter. Да, ну как бы, да. You're not necessarily in the context of what the words in English. В общем, далеко не все. Автор зарыл внутрь этих. So I just. Но преклоняюсь переводчиков, которые вот, это сделали. You may have already said this, but you know, I think. Ну, как профессор Трейстер повторяет. Должно быть еще больше. The same answer. Probably more and More and more.
almost a third longer. Первый вариант романа был на больше, чем тот. More notes at least. Да, потому что там было еще примерно. The editor at Little Brown said, И Little Brown. and it's a very interesting question. You know, Интересный вопрос. who or what makes that decision? Надо автору остановиться. It's the artist. Да. Да, потому что у него вдохновение. Он излагает. And in the end, the vision is determined. Жизнь измеряется весом результата, продукта книги. Вполне соглашался. Although I myself would probably like to read those 100,000 covers. Ну, читал вот эти дополнительные ремарки от этого. Больше сюжета мне было бы, казалось бы, And I just missed it. да, а может быть, просто вот пропустил. Oh, that's a great observation. Хорошее, правильно. Wallace has expressly. Но, к сожалению, права, наследие Дэвида Фостера обещает это делать. Нету там, он не No picture books. It's not unusual for authors to have. не является чем-то необычным, чтобы их произведение в первозданном, как он отдал издательству. It's a little case of Wallace. Ну, в его немножко странно. Because he originally fragments. Да, потому что сначала фрагментов Of the great finished. самого он очень так скептически понятию большого романа. But then once it was published and. И когда это все-таки было напечатано, в общем, пришло в ту форму, в которой It seems he or his protective. Защитники его наследия вот эту самую форму. English has the same number of pages. В английском языке каждая издание книги имеет одинаковый. There's no variation from one. Из изданий не отличается от только обложка немножко меняется. A competition. Да, вот это новая, которая была выбрана в конкурсе. It's an eye inside of a television. Да. Это глаз внутри телевизионного. Remember in the first chapter. Да, помните, там строчка в начале здесь. They're preserving the text. Ну, как бы
текста как такового. And in of studying it. Текста возможность ученых так, как он был написан в оригинале. В научные статьи, которые будут посвящены, Interpreting, которые, в общем, этого романа, will all чтобы они делали свои референсы к страниц. То есть вы можете любое издание найти ссылку на in all of the endnotes, точно так же построен. which is entirely the structure of the book. Потому что это и есть структура книги. That's kind of cool. Я извиняюсь. Вопрос не касаемо книги, но эта тема все-таки здесь поднималась. Этот вопрос изначально из-за того, что вы поднимали о сериале «Друзья». You know, I have a question not with this novel. You mentioned television series. И там был такой момент, герой сериала этому энциклопедию, и Джои покупает на последние $50. And there was a place where spent his last money. И немножко умнее перед своими друзьями. Become a little smarter in front of. Да, и отлично, что в наше время появился интернет, то есть ты задумаешься, что сейчас эту информацию получить, и стало намного проще. On the other hand, because now you can get this information very easily. Но в связи с появляются различные сферы, то есть There are other challenges, possibilities. появилась такая сфера введения в интернете, то есть книжные. Я хотел спросить. There are blogs appear in the internet. К этому относитесь? I just wanted to know your opinion. What challenges? It's a great observation. Абсолютно замечание. I don't know what the internet is. Я не знаю, что такое интернет. And we have a librarian with us, and maybe she can help out. У нас есть библиотека, когда они могут нам помочь. I mean, what we can say is that the internet curates information. Да, с одной стороны, он дает вам, курирует информацию. It actually makes information manageable. Да, он также в то же время делает информацию управляемой, то есть кто туда помещает интернет, да, может управлять той информацией, которую он там что-то убавил. It takes a huge amount of information, like all of human knowledge and civilization. Да, то есть, в общем, огромное количество информации, знания всей человеческой цивилизации. Everything that has been thought or done or Абсолютно все, что было когда-то там придумано, написано, in all of the languages on the planet, в всех языках планеты. puts it in a wiki. В общем, это выкладывается в Википедию. Потому что вот это ее... And I think this novel is an act of curation. И мне кажется, что роман, он также является создателем, да, и вот Википедии. So anticipated, say, the U.S. presidency. Как он говорил о американском президентстве. And built this kind of 10 years in the future. Да, и говорил о
десятилетних, когда он как бы глядел. And has tried to kind of into this story. Да, и он внедрил вот это вот в свой роман. Curates an impossible story for you. Это создает для вас реальную историю. So maybe you can figure it out. Потому что вы вот так видите, да, ну, вы. That's one thing that it gives us access. Интернет And offers us нахождение информации. Но so I don't think would have thought the internet is a bad thing. например, что интернет это, ну, Been alarmed. да, встревожен. There are lots of reference, even in Russian, which is probably translated, that some names of the personality you can find. It's terrifying. Some, yeah. Да, пока я тоже к участию в этой программе находила в интернете, да, вы берете там что-то по-английски и видите, например, вы если набираете имя героя романа, то вы видите, вам говорит, это герой такого-то персонажа и так далее. И дальше уже есть перевод и объяснение. Это хорошо. Иногда это не очень хорошо, потому что я могу, например, словари, которые дает интернет, и я, например, люблю, это трехтомный старый словарь, не помню кто, трехтомный старый словарь. В этом словаре такое обилие синонимов и объяснений, например, там глаголов с предлогами и так далее, интернет этого не дает. Я не нашла, во всяком случае. Потому что иногда, когда я что-то перевожу, я чувствую, что это смысл такой, но не могу найти синонимы. Я обычно беру вот этот толстый словарь и ищу там. И там я чаще всего нахожу того, что я не могу найти в интернете. Понимаете? И, как вы знаете, интернет дает некорректную информацию, которая не соответствует действительности вообще. Это то, что становится информацией, и, в общем, часто наносит большую курю запустил, и это дальше и уже люди думают, ага, это появилось, значит, это знаете, так работает и наши средства массовой, какую-нибудь мульку, все крутится. I just said that, for example, I love of my favorite dictionary, English-Russian dictionary, which is 3 volumes, and it gives me, for example, when I can't find a sentence and use of verbs or some with different particles. Right. It explains much more. I can't find anything like that in the correct information. Sure. Well, that's true, but I mean, the thing I would observe though is я заметил. The internet, like a wiki or например, как Википедия, would never be able to reproduce the fundamental pleasure of what this text is.
Понимаете, Википедия и интернет никогда не сможет помочь вам воспроизвести то чувство, которое вы можете испытать, читая вот нормальный текст, реальный текст. Because it's about the experience of the language. Потому что он связан с языковым опытом. Да, вот если вы заметили, я постарался как-то кратко вам донести сюжет этого романа. There's really no way to decode the novel other than by reading it. Понимаете, потому что на самом деле в этом романе, декодировать, да, знаете такое компьютерное слово, декодировать его нельзя. Его можно только прочитать полностью. Раздразнили аппетит, что же это за волшебный... Погромче говорите. Раздразнили, говорю, аппетит, что же это за волшебный словарь, который может дать, что не может дать интернет? Не помню автора. Трехтомный англо-русский словарь, старый, какого года издания, 80-х, каких-то давних лет. В интернете, во всяком случае, я не нашла. Проще взять этот словарь, какой-то глагол идет, я не знаю, там, не сносок, а конкретно, если я не люблю, могу взять словарь английских каких-то синонимов и уже дальше копаться. Не помню. Хороший словарь, поверьте. Maybe one more question. Да, может быть, один еще, пожалуйста. Мы сейчас заочно можем представить, в чем схожесть этого романа с романом «Улисс» Джойса. Но хотелось бы понять это ключевое различие, то есть почему это не просто очередной большой запутанный роман, который надо понимать как... Да, you already gave us some hooks about this novel, and for example, if this novel by Joyce, what this novel compared to the really big, compared to Joyce's Willis, for example? I think with other great novels. Я бы что общего у этого романа с любым другим большим Like Joyce's Ulysses. Как роман Уиллис, да, Джойса. James's Portrait of a Lady. Да, или портрет, или по-русски как женщины, или портрет дамы Джойса. William Faulkner's Absalom. Абисалом. Pynchon's Gravity's Rainbow. Роман Пинчина. Is that there is, I call it, there's an inexhaustibility. Да, я бы назвал это все, неисчерпаемость. There's always something more to comprehend. Потому что всегда вы можете открыть что-то еще и еще. That I think all that the novels, they keep drawing you in. Да, потому что они, вот эти великие романы, у них есть свойство притягивать вас, затягивать вас как бы снова и снова. For me, I love this novel because it's I am in here. Да, я действительно люблю этот роман, но и поэтому я здесь сегодня с вами. It just speaks to a condition of experience in the 1990s. Потому что для меня он релевантен к опыту, который жизнь годов. That just seems very real and vital to me. Для меня он действительно живой опыт и очень важный. Жизненно важный опыт. Did anyone here watch Seinfeld? Кто-нибудь смотрел? Смотрели? Seinfeld is this show about nothing. Да, потому что Сайнфелд это телесериал ни о чем. Like there's no plot, right? Сюжета It's just никакого. laughing and Там смех, silly. и всякие глупости прочие. It was great. И в то же время он неплохой. There was the episode that was
pitching TV executives. Там есть эпизод, который касается, ну, там, руководителей. The idea of Там идея телешоу с таким стандартным комедийным актером. and his three friends. Да, и там есть... Three friends. Three. И там есть 3 друга. Who just kind of sit around doing nothing. Которые просто вот сидят и ничего не... You know, but the show kind of had some heart. I mean, Есть какое-то сердце внутри, сердечность you какая-то. came to like the. Да, потому что вам нравятся эти... I think that the novel kind of is like that. Да, и я бы в каком-то смысле сравнила этот роман с этим сериалом. Как бы нет сюжета, и в то же время есть люди, которые вам симпатичны. But that's why I think it's so brilliant. Да, и поэтому я думаю, что в этом и есть вот гениальность этого романа. It's very close to that kind of TV moment. Это сближает его вот с такими моментами в телевидении, которые привлекают вас, и в то же время они не связаны. And at the same time, it takes you far away from it. Да, и в то же время отводит вас от того, что там происходит, и от ваших обстоятельств, уводит вас в сторону. I think that's the best I can do. Да, я думаю, что, наверное, это лучшее, что я могу вам сказать. Спасибо вам.